Вы слушаете Russian Flow, подкаст для тех, кто учит русский язык. Всем привет! С вами снова подкаст The Russian Flow. И перед тем, как начать сегодняшний эпизод, хочу напомнить о том, что вы можете найти транскрипцию этого и других эпизодов на моем сайте therussianflow.com. Там будут доступны и небольшие глоссарии, которые помогут вам разобраться в значении некоторых слов более детально. А теперь к нашей теме. Сегодня мне бы хотелось сделать выпуск предупреждения. Предупреждение о том, что с вами может произойти, если вы продолжите изучать русский язык и при этом добьетесь больших успехов. Речь пойдет об очень важных вещах, поэтому попрошу вас отнестись к этому выпуску крайне внимательно. И не говорите потом, что я вас не предупреждал. Последствия будут очень серьезные. Причина номер раз. Вы начнете понимать русскую классическую литературу. И это плохо отразится на вашем ментальном здоровье. Вы начнете задавать вопросы о смысле жизни, о том, что такое добро, что такое зло. Вы тут же перестанете есть и пить. Все ваши действия будут казаться бессмысленными. Скорее всего, вы полюбите лежать на диване и думать, смотреть в стену, размышлять. Возможно, вам даже понравится страдать, или вы в порыве великодушия захотите отдать свой дом нищим. Ваша простая жизнь станет очень сложной и несчастной. Разве вы этого хотите? Причина номер два. У вас появятся огромные проблемы с деньгами. После того, как ваш русский станет идеальным, вы начнете смотреть и, что самое главное, понимать русские сериалы. И так как российских стримингов сейчас десятки, вам нужно будет купить очень много подписок. Ведь сейчас российский рынок сериалов переживает самый настоящий расцвет. Поэтому все ваши деньги будут уходить на стриминги. Это станет настоящим кошмаром как для вас, так и для вашего кошелька. Оно вам надо? Причина номер три. У вас не останется времени на изучение других иностранных языков. Вы начнете много и часто общаться с русскоязычными людьми из разных стран и скоро поймете, что русский язык — это не только про Россию. Вы захотите узнать больше про культуру разных стран, где говорят на русском языке. Вы начнете сидеть на форумах, где обсуждаются рецепты приготовления белорусских драников или казахского бешбармака. Вы больше не сможете учить японский по аниме, вы отложите ваши учебники по норвежскому, и ваша подписка на курсы корейского просто сгорит. Подумайте, стоит ли это того? Причина номер 4. Вы перестанете наслаждаться русской музыкой. Нет, вы по-прежнему сможете ее слушать, но теперь вы станете понимать и смысл песен. Вот тут-то и находится настоящая ловушка. Вы осознаете, насколько глуп текст тех песен, которые вам так нравились. Прежняя магия исчезнет, и теперь вы будете искать мелодии этих песен без слов, чтобы больше не мучиться. А ведь было же так хорошо. Зачем все испортили?
Причина номер 5. Помимо денег, вы, скорее всего, потеряете и работу. Дайте объяснить. Когда вы учите русский язык до идеального уровня, вам обязательно понадобится отпуск на работе. Для чего? Чтобы пересмотреть все советские фильмы. И после них вы уже вряд ли сможете вернуться на свою старую работу. Вы будете просто поглощены идеей создать машину времени и попасть в Советский Союз. Ну, какая ж тут работа? Зато теперь вы знаете, кто такой джентльмен удачи и почему наши люди в булочную на такси не ездят. Причина номер 6. Вы перестанете есть свою любимую еду. Когда вы учите русский язык, вы рано или поздно захотите попробовать русскую кухню. Пельмени, блины, салаты оливье или селедка под шубой. Все эти пока незнакомые для вас слова войдут в вашу жизнь и заменят привычные блюда. Вы больше не захотите заказывать еду из Макдональдса или из Бургер Кинга. Действительно, а зачем? Причина номер 7. Вам больше не скрыться от русскоговорящих туристов в путешествиях. Когда вы выучите русский язык, вы начнете слышать его буквально везде. В аэропорту, в кафе, на любой главной площади мира вы не сможете избежать русской речи. Ваш мозг теперь отлично понимает, о чем спорит эта пара с двумя маленькими детьми за соседним столиком. Теперь вся эта абракадабра имеет смысл, и от нее больше не скрыться. А ведь было же так здорово! Может, ну его этот русский. Причина 8. Ваше чувство юмора станет чернее самого крепкого кофе. Если вы жизнерадостный человек, который любит посмеяться с котиков, подумайте дважды перед тем, как продолжать учить русский язык. Ваше чувство юмора очень сильно изменится, и вы перестанете смеяться над простыми и глупыми шутками. Теперь вы будете шутить о порванных баянах на похоронах тещи, что, согласитесь, не очень-то и весело. Потому что русский юмор — это смесь пессимизма, самоиронии и маленькой надежды, что однажды все будет не так плохо, как сейчас. Как видите, никаких котиков. Бегите, пока не поздно. Если вы после всех этих причин еще здесь и продолжаете слушать этот подкаст, если вас не пугают проблемы, которые я здесь перечислил, у меня отличные новости. Вы, скорее всего, действительно любите русский язык. А тот, кто любит свое дело, рано или поздно добьется своего. И, конечно, сегодняшний эпизод вовсе не про страшные последствия русского языка. Наоборот, скорее, я хотел вам показать, насколько другим может стать ваш мир, если вы продолжите это увлекательное занятие. Потому что изучение любых иностранных языков расширяет наш кругозор, а изучение русского языка сделает его попросту необъятным. Поэтому для вас изучение русского языка — это как дверь в другой мир. Мир сложной литературы, интересных сериалов, вкусной еды и нашего уникального юмора. И еще это ключ к разговору с миллионами людей и к пониманию многих культур. Так что продолжайте учить русский язык. И, кстати, не забудьте все-таки взять отпуск для просмотра советских фильмов. Они этого действительно заслуживают. Для тех, у кого еще остались силы, я приготовил бонусную часть с культурными отсылками. Всем остальным я говорю «до свидания». И не забывайте, пожалуйста, что транскрипции всех эпизодов теперь доступны и на моем сайте therussianflow.com. Заходите и с удовольствием читайте. Ну а мы переходим к бонусу.
Сегодня бонусная часть будет не совсем обычная, так как в ней мне бы хотелось разобрать не конкретные слова, а скорее культурные отсылки, которые я сегодня использовал. В причине номер 5 я сказал, что вы будете знать, кто такой джентльмен удачи. Так вот, «Джентльмены удачи» — это великолепнейший советский фильм. Его у нас особенно любят пересматривать на Новый год в кругу всей семьи. И «Джентльмены удачи» — это такая комедия о директоре детского сада, который выдает себя за своего двойника, главаря банды, чтобы найти украденную вещь. И в результате он, можно сказать, перевоспитывает банду, которая начинает вести себя почти как воспитанные дети. И вот после выхода этого фильма джентльменами удачи мы называем людей, которым очень везет. И если вы не видели эту комедию, то, конечно, обязательно гляньте. Там же в причине номер 5 я сказал, что вы узнаете, почему наши люди в булочную на такси не ездят. Это еще одна фраза из советского фильма «Бриллиантовая рука». И это фильм о том, как простой советский гражданин Семен Семенович становится, не по своей воле, конечно, перевозчиком драгоценностей. Он в самом начале ломает руку и оказывается втянут в очень интересную историю. А фраза стала крылатой благодаря тому, что характерно отражала дух того времени. Потому что советский человек — это в первую очередь бережливый человек, а ездить в булочную на такси считалось тогда непозволительной роскошью. Еще один фильм, который я всей душой советую вам посмотреть. Ну и последняя культурная отсылка на сегодня — это фраза про порванный баян на похоронах тещи, когда я рассказывал про черный русский юмор. У нас есть такой анекдот, он достаточно простой и звучит он так. Хоронили тещу, два баяна порвали. Давайте разберем каждое слово по отдельности, потому что я думаю, что вы не поняли ровным счетом ничего. Итак, хоронить — это значит закапывать человека в могилу, когда он умирает. Теща — это родственник, мама твоей жены. А баян — это музыкальный инструмент, что-то вроде аккордеона. И обычно на баяне у нас играют на свадьбе, на дне рождения, ну или на каком-нибудь веселом празднике. А здесь похороны и события не очень-то и веселые, согласитесь. Так вот, в русском фольклоре очень много шуток про тещу, про маму жены. И почти всегда отношение к ним не очень-то и хорошее, можно сказать, даже плохое. И связано это с тем, что раньше люди жили семьями в очень маленьких квартирах. И часто возникали конфликты между членами семьи, здесь между мужем и тещей. Поэтому и шутка про баян на похоронах тещи, что, мол, так радостно было всем, что аж баяны порвали. Хотя это всего лишь шутка. И на этом все. Напишите, что из сегодняшнего выпуска вам понравилось больше всего. Может, все-таки вместо разбора сложных слов в конце рассказывать про какие-нибудь культурные отсылки. И, конечно, вопрос вам такой. Не боитесь ли вы тех последствий от изучения русского языка, про которые я вам сегодня рассказал? Надеюсь, что нет, и мы совсем скоро встретимся снова. Всем пока, до встречи через неделю.